После парламентских выборов в Грузии в октябре прошлого года, к удивлению многих, политическая ситуация радикально изменилась. После паузы, которая, естественно, была, все выжидали, действительно ли это так серьезно, действительно ли Грузия не просто выбрала новую власть, а всерьез нацелена на изменение какой-то атмосферы политической в отношениях с Россией. Сейчас, как мне кажется, все пришли к выводу, что это не конъюнктурная ретушь, а, в общем, действительно попытка перевернуть ту крайне трудночитаемую страницу, которая была до сих пор, и начать новую главу в отношениях. Понятно, что не бывает чистых страниц, и все, что произошло между Россией и Грузией, как в прошлые столетия, так и в прошлые годы и месяцы, все равно будет с нами. Но, по крайней мере, воля и в Москве, и в Тбилиси к тому, чтобы перестать разговаривать друг с другом посредством мегафонов и пропагандистских заявлений, и действительно попытаться обсудить, что реально возможно, а что нет в том мире, в котором Россия и Грузия живут. А я хотел бы подчеркнуть, что многое из произошедшего между двумя странами является функцией производной от того, что вообще происходило и происходит в мире. Потому что мы живем в эпоху, когда все разрушается, все пересматривается, никакие прежние догмы и правила не действуют, поэтому может быть все, что угодно, и в том числе это может иметь вот такие проявления, как у нас. Существует множество версий по поводу причин нынешнего состояния российско-грузинских отношений, по поводу того, кто ответственен за это состояние. Есть склонность, которую проявляют публицисты и политики с обеих сторон, склонность к ложным обобщениям по адресу соседа. Мы принципиально постарались воздержаться от того, чтобы анализировать российско-грузинские отношения в ретроспективе. И постарались говорить не о прошлом этих отношений, а о том, каким может быть их ближайшее будущее. На протяжении многих лет мы обсуждаем Абхазию, Южную Осетию и проблему вступления Грузии в НАТО. Очевидно, что внутри этой проблематики, ходя между этих трех сосен, найти решение невозможно. Кроме того, есть еще одно обстоятельство российско-грузинских отношений, заключающееся в том, что, в общем, мы привыкли и в Москве, и в Тбилиси смотреть на эти отношения как бы сквозь призму состоявшихся, произошедших конфликтов. Я имею в виду и начало 90-х, Абхазию и Южную Осетию, я имею в виду и 2008 год. Причем сама риторика, зародившаяся во время конфликтов, используется и для описания отношений России и Грузии в целом. Невозможно изолировать проблемы Абхазии, Южной Осетии и НАТО от общего контекста российско-грузинских отношений. Но необходимо, во-первых, чтобы возник сам контекст помимо этого, а во-вторых, чтобы риторика конфликта по возможности была изолирована от общего контекста отношений. Время ожидания, выжидания, стратегического выжидания окончено. И сейчас сложились обстоятельства, ситуация сложилась для того, чтобы попытаться говорить о нормализации двусторонних отношений. Сам доклад, он гораздо более разнообразен, чем те предложения, о которых я сейчас буду говорить. Там содержится довольно обширный аналитический материал, цитируется довольно богатый информационный массив. Однако здесь, в этой своей небольшой презентации, я буду говорить сугубо о выводах. Первый из них касается, разумеется, Южной Осетии и Абхазии. Как нам кажется, разумно думать
об этих двух вопросах на этом этапе только в условиях краткосрочной перспективы. И на первом этапе разумно изолировать обсуждение гуманитарных вопросов от политической дискуссии о будущем регионе в целом. В принципе, вопрос об объеме и качестве российского военного присутствия в Южной Осетии и Абхазии можно поставить на обсуждение на определенном этапе, однако это не может быть вопросом сиюминутным. Пункт второй. Отсутствие переговорного процесса между Грузией, Осетией и Абхазией, по сути, с 2006 года, объективно препятствует долгосрочным интересам Грузии, поскольку закрепляет статус-кво. И раз этого переговорного процесса нет, то Грузия, по сути, сама косвенно способствует тому, что эта ситуация будет сохраняться настолько напряженной в продолжительной перспективе. И курс на мирное урегулирование существующих конфликтов требует от Тбилиси признания республик в качестве самостоятельных партнеров по диалогу, такими, как их де-факто признавали до августа 2008 года. Важным маркером в изменении подхода Тбилиси к этому вопросу стала бы отмена закона об оккупированных территориях. Во-первых, этот закон препятствует экономическим, ну и в принципе любым социальным, культурным, транспортным связям между Южной Осетией, Абхазией и Грузией, а также во многом затрудняет гуманитарное сотрудничество и с Россией. Во-вторых, возобновление социально-экономических связей между сторонами было бы возможно путем создания общего пространства перемещения людей, капитала, услуг между Грузией, Россией, Осетией и Абхазией, в котором центральное ключевое место играла бы Россия. Если бы это пространство смогло организоваться, то это бы позволило снять напряженность, которая существует в отношениях между сторонами. И относительно инициативы о возобновлении железнодорожного сообщения через Абхазию. Несмотря на то, что этот вопрос, который был поставлен на повестку дня некоторое время назад, был почти тут же снят с повестки дня, нам кажется, что, несмотря на эти сложности и на те сложности, которые еще будут возникать, значит, реализация этого проекта позволила бы дать позитивный импульс многим процессам в Закавказье, в которых заинтересована не одна страна, а целый спектр стран. И в целом мы рассматривали бы этот проект положительно. Следующий вопрос – это перспективы северокавказской, так называемой новой северокавказской политики Грузии, которая доставляла определенные неудобства Российской Федерации в ходе своего развития. Во-первых, признание геноцида черкесов грузинским парламентом воспринимается в России как крайне недружественный акт, и мы надеемся, что в Тбилиси осознают это обстоятельство. Помимо символического значения, такая политика оставляет неопределенность в области того, как Грузия действительно относится к террористическому подполью на Северном Кавказе, на территории Российской Федерации. И пока этот вопрос не снят, и Тбилиси не дал однозначный ответ, это будет оставаться крупным камнем преткновения в ходе развития двусторонних отношений. Однозначный, четкий ответ как на уровне риторики, так и практических действий необходим для того, чтобы отношения продвинулись с этой точки. Мы полагаем, что не существует никаких препятствий для того, чтобы новое правительство Грузии отмежевалось от поддержки террористического подполья на Северном Кавказе. Есть условия для того, чтобы Москва и Тбилиси инициировали программу контактов и организовали систему обмена информацией по ситуации, по крайней мере, на восточном участке общей государственной границы. Мы полагаем, что в Тбилиси понимают, что дестабилизация ситуации в регионах Северного Кавказа Российской Федерации грозит дестабилизацией территории самой Грузии, поскольку население северокавказских республик России, оно кратно больше населения всей Грузии. Экономические и гуманитарные связи Грузии с регионами Северного Кавказа получили бы и, по сути, могут получить существенный импульс, если будет осуществляться не в обход Москвы и официальных властей России, а в сотрудничестве с ними. И в этом Россия заинтересована также. И последнее. Объективно назрела, существует потребность в организации таких форматов регионального взаимодействия, в которые бы были вовлечены интеллектуальные силы Грузии и России, гражданские активисты, журналисты,
этот процесс позволил бы сторонам объективно осмыслить происходящие процессы и исключить ситуацию, в которой вот интеллектуалы по обе стороны границы оказались бы в изоляции и делали бы свои выводы, основываясь сугубо на предрассудках и недостоверной информации. Переходим к третьему блоку – НАТО и региональная безопасность. Перспективы евроатлантической интеграции Грузии и их влияние на региональную безопасность. Мы не дерзаем давать какой-то существенный аналитический долгосрочный прогноз по поводу того, насколько этот процесс будет успешен для Грузии. Мы констатируем только, что, во-первых, Россия как таковая не препятствует или не полагает для себя правильным указывать Грузии, с кем она должна, значит, себя ассоциировать. Но для Москвы важно, в первую очередь, чтобы европейский или западный выбор Грузии не становился автоматически выбором антироссийским. В экспертном сообществе Грузии по-прежнему очень чисты радикальные суждения о том, что нужно быть или с теми, или с другими. И этот радикализм – это, конечно, признак нездоровый. Вполне возможно сочетать одно с другим. Сама Россия, собственно, идет по этому пути. Поэтому мы хотели бы, чтобы этот сигнал был воспринят в грузинском экспертном сообществе также. Ну и кроме того, чтобы, даже если выбор будет сделан в пользу Запада, чтобы этот выбор автоматически не означал расширение военного присутствия НАТО на пограничной с Россией территории, и на территории Грузии. Главное, о чем бы мы хотели сообщить, это и побудить, в первую очередь, Тбилиси, это к тому, чтобы он не препятствовал или не блокировал дискуссию, экспертную, по крайней мере, дискуссию об иных механизмах обеспечения Грузии, кроме НАТО. Мы полагаем, что Российская Федерация и Грузия, как соседи и как страны, объединенные общей историей и общими угрозами безопасности, исходящими с юга, способны выработать общую модель обеспечения безопасности в этом процессе. Ставка на ослабление России, которую делало предыдущее правительство Единого национального движения в осуществлении своей политики, в том числе на евроатлантическом направлении, приводит к тому, что результаты этого процесса по сути находятся вне власти Тбилиси. То есть они по сути не могут повлиять на возвышение или снижение влияния нашей страны. И это довольно неразумно. Мы хотели бы обратить на это внимание и побудить грузинское руководство рассмотреть возможность экономического сотрудничества с Россией по модели того, как смотрят сейчас на экономическое сотрудничество с Россией бизнес-элиты в Армении, Азербайджане и Казахстане. Мы уже сейчас наблюдаем, и не просто не исключаем, а уже видим, что происходит постепенное открытие российского рынка для продукции грузинских компаний. Процесс этот будет идти по нарастающей, он, возможно, не будет волнообразным, а будет условным, связанным тесно с исполнением грузинскими производителями требований российских органов контролирующих. Все это связано с нюансами. В Грузии отсутствует система сертификации сельскохозяйственной продукции, развита она только в отдельных отраслях, и в этом это неудобство при любых экспортных операциях, не только в Россию, но и в том числе в страны Европейского Союза. Однако вместе с тем, что этот процесс начинается, Москва рассчитывает на то, что одновременно с интенсификацией этих контактов грузинские власти будут предпринимать усилия по налаживанию двусторонних отношений. То есть здесь политический трек, судя по всему, будет довольно тесно связан с треком экономическим. И для ускорения как раз экономического процесса с грузинской стороны необходим полномочный субъект, который будет готов взять на себя все стадии переговоров. Имеется в виду ассоциация промышленников или предпринимателей, то есть просто должности специального представителя премьер-министра по России недостаточно, поскольку эта фигура направлена на урегулирование политических вопросов. Особенно актуально эта тема встанет в связи с подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. И мы рассчитываем, что грузинские и бизнес-элиты, и политические элиты увидят свой интерес в том, чтобы принять участие в смежных инфраструктурных и туристических проектах тоже.